Добрый день, коллеги! Для приготовления этого хлеба были мной использованы технологии, заложенные в 30-х годах прошлого века под названием жидкие дрожжи и впоследствии в советские годы получившие свое развитие для ржано-пшеничных сортов хлеба под названием жидкая закваска с заваркой. После нескольких попыток получился весьма удачный хлеб, о чем пойдет и речь в этом видео. Рецептура будет у меня на 1 килограмм муки, из которых 90% это ржаная обдирная и 10% мука пшеничная второго сорта. Но, не меняя рецептуру, можно испечь и 100% ржаной хлеб. Рецептура четырехступенчатая, и начнем с заварки. 50 грамм ржаной обдирной муки, 4 грамма тмина и 150 миллилитров кипятка. Завариваем муку в несколько приемов. Заварка является базовым компонентом для приготовления жидкой закваски с заваркой впоследствии. Осахаривать заварку мы будем при помощи ржаного неферментированного солода, которого возьмем 10 грамм. Итого на данный момент у нас 50 грамм ржаной муки, 10 грамм белого солода и 150 миллилитров кипятка. Осахаривание 3 часа, 65 градусов Цельсия. Остужаем заварку до температуры примерно 40 градусов Цельсия, 40 с небольшим. Добавляем холодной воды 230 миллилитров из такого расчета, чтобы температура смеси получилась не выше 35 градусов Цельсия, но желательно и не сильно ниже 30 градусов Цельсия. Хорошо перемешиваем, замеряем температуру и добавляем к этой смеси 5 грамм КМКЗ и 0,15 грамма хлебопекарных дрожжей, разведенных в 20 миллилитрах воды. То есть КМКЗ и дрожжи разводятся в 20 миллилитрах воды, после чего добавляются к заварке, уже разведенной водой. Туда же добавляем муку ржаную обдирную 40 грамм, и получается у нас на выходе смесь, в которой 400 миллилитров воды и 100 грамм муки. То есть ее влажность составляет 400%. Начальная температура смеси должна быть около 30 градусов Цельсия. Температура брожения, внимание, должна обязательно лежать в диапазоне от 30 до 32 градусов Цельсия и ни в коем случае не меньше. Где-то через 6-8 часов нужно будет смесь перемешать при помощи венчика, ну а сам процесс, естественно, частично будет протекать ночью. Пенообразная масса, которая получится через 16 часов, называется жидкой закваской с заваркой. Это аналог жидких дрожжей, но приготовленный на ржаной муке. Готовая жидкая закваска с заваркой имеет небольшую кислинку во вкусе и приятный дрожжевой аромат. Если же по недоразумению температура брожения жидкой закваски с заваркой будет ниже 30 градусов Цельсия, то с большой вероятностью она не закиснет, только дрожжи в ней разовьются из-за высокой влажности, и заквасить опару такой жидкой закваской с заваркой не получится. Ну а в саму опару добавляется 250 мл теплой воды и 500 грамм ржаной обдирной муки. Хорошо перемешиваем все. В опаре на данный момент у нас будет находиться 60% от муки на выпечку. Желательная начальная температура опары 29 градусов Цельсия. И при той же температуре будет опара бродить в течение 3 часов.
Несмотря на то, что жидкая закваска с заваркой была не сильно кислой на вкус, она обладает огромным потенциалом заквасочным, и вот за 3 часа брожения при освежении 1 к 5 опара стала уже существенно кислой на вкус. 50 грамм патоки, 50 миллилитров горячей воды и 15 грамм поваренной соли хорошо перемешиваем и добавляем к опаре. На этом этапе мы приступаем к приготовлению теста. Мука ржаная обдирная 300 грамм, мука пшеничная второго или первого сорта или цельнозерновая 100 грамм. Можно вообще без пшеничной муки, а добавить просто 400 грамм ржаной обдирной. Расчетная влажность теста на данный момент без учета патоки составляет 70%, но я добавил еще в тесто около 20 мл воды, что говорит о том, что опара была достаточно кислой для того, чтобы тесто было стабильным при такой высокой влажности. Начальная температура теста желательная 30 градусов Цельсия. При этой же температуре время брожения составляет 1 час. «25 миллилитров теплой воды и 1,5 грамма сахара хорошо перемешиваем». Ну, всем, наверное, известно, что ржаные сорта хлеба, в которые добавляется сахар или другие подсластители, в основном это заварные сорта, имеют темную корочку после выпечки, а вот ржаные сорта без подсластителей имеют достаточно бледную корку. Для того, чтобы это изменить, я сейчас приготовлю специальную смазку для хлеба, которая придаст ему впоследствии темную корочку. Итак, 1,5 грамма сахара, 25 миллилитров теплой воды и 30 грамм теста отбираем от выброженного теста. И это у нас получится такое жидкое тесто на смазку, в котором присутствует сахар. В процессе выпечки этот сахар прореагирует с кислотой, набранной в тесте, и в результате реакции Майера корочка приобретет нужный нам темный цвет. Можно испечь ли этот хлеб на цельнозерновой муке? Да, можно. Можно ли заменить тмин на кориандр? Да, можно. Можно ли испечь этот хлеб не подовым, а формовым? Да, можно. Время окончательной расстойки составляет 45 минут в тепле. Жидкое тесто тоже нужно растаивать вместе с основной заготовкой в тепле под колпаком, добавив кипятка. Ну, поскольку круглые заготовки не очень удобно опрокидывать на доску, то поступаю я следующим образом. Для начала подсыпаю отрубями, сверху кладу доску, а потом всю конструкцию переворачиваю, и оказывается заготовка на доске. Смазываем заготовку жидким тестом, посыпаем тмином, накалываем и выпекаем в духовке первые 5-6 минут, температура 300 градусов Цельсия, и потом допекаем еще около 30 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Выпекаем без пара. Ну вот в итоге получается такая замечательная ароматная темная корочка. Давайте смажем этот хлеб еще и крахмальным кисельком, чтобы он стал блестящим и еще более красивым. И, собственно говоря, на этом все. Нужно дать хлебу полностью остыть и ни в коем случае его не разрезать, пока он теплый. Ну что ж, дорогие коллеги, на выходе мы получаем просто замечательный хлеб, корочка которого имеет аромат заварных пряных хлебов, а мякиш при этом имеет у нас вкус обычного простого ржаного хлеба, но в который при этом вписываются ноты заваренного тмина. Срок хранения такого хлеба намного длиннее, чем обычного ржаного. Его
Ароматические и органолептические показатели находятся на высшем уровне. Я всячески его рекомендую вам опробовать, несмотря на такую длинную технологию. На этом я с вами прощаюсь и до следующего раза.